Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я вам кратко расскажу о смартфоне под названием Xiaomi Poco X5. И это не версия Pro, на версию Pro уже был обзор на канале, был обзор на версию X5 и X5 Pro сразу же после старта продаж. У меня поковских смартфонов практически два сейчас на руках, сейчас будет 3. Poco F5, F5 Pro и F3, я до сих пор его не продал и им пользуюсь периодически. Что сказать про этот смарт? Я ни с чем сравнивать его не буду по камере, потому что здесь ультра скромные 1080p 30 fps, и вроде бы на этом ролик, учитывая его стоимость, можно было бы заканчивать, даже для вас и для меня. Но здесь 120 Гц экран, прямые грани, да, довольно крупный подбородок, но в то же время я сейчас вас успокою чуть-чуть, у него есть суперсила, он теряет всего 15% заряда при одновременном стриминге в Твиче и игре в PUBG на рекомендованных настройках, но там все равно быстрая герцовка. И он вообще никак не греется. То есть даже 460 тысяч баллов в Antutu вроде бы это тот минимум, про который я все время говорю, максимум 2 года. Ему хватает. Плюс здесь есть и мини-джек, если у вас есть провода, то это нулевая задержка практически, нулевой физически не бывает. Плюс инфракрасный порт, разумеется, Type-C-шник. И здесь, я бы сказал, все очень продумано. Этот смарт не про съемку. Подписываемся на канал с колоколом, впишем в комментах, чтобы вы еще хотели увидеть на обзор. Завтра обзор Realme 11 Pro. Уже на лайв-канале есть 2 обзора на Realme 11 Pro, на этот пока только один. На основном канале вы увидите его завтра. Смотрим. Распаковка. Поставляется смартфон в коробке с названием модели и краткими характеристиками. Все стандартно для Poco. В коробке мы имеем краткое руководство, ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты или карту памяти и 1 нано-сим-карту. Далее есть обыкновенный силиконовый чехол, смартфон с наклеенной защитной пленкой, кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Сколько смартфон весит и какие габариты вы видите на экране. Летим дальше. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band в 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал в описании и написать в комментах, чтобы вы еще хотели увидеть на обзор. Дизайн смартфона интересный, выглядит X5 привлекательно. Рама выполнена из пластмассы, как и тыльная часть, тоже из пластика. Притом он глянцевый и моментально остаются отпечатки. Смартфон лежит в руке удобно, в чехле из рук не выскальзывает. И пользоваться одной рукой в целом удобно. Качество материалов на свою стоимость, как и сборка. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и динамики. Звучание здесь моно, что является диким фейлом. Для Bluetooth устройства X5 оснащен стандартным набором аудиокодеков. Я бы не сказал, что он большой. Вибромотор тактильно неплохой. Также хорошо, что есть мини-джек и экопорт. То есть все на борту. Poco X5 оснащен дисплеем с разрешением 2400 на 1080 точек. Частота обновления у него 120 Гц. Плотность пикселей почти идеальная, эталонная, 394 ppi. И я бы сказал, что экран работает прямо очень плавно. Экран, разумеется, плоский, подбородок ультра большой, но это стандартно для бюджетников. Такой себе бюджетник, правда, никак не привыкнешь к курсу 84 на Али за $1. При прямом попадании света на экран яркости мне лично хватает, пользоваться в солнечный день можно, но не особо это будет комфортно. Автояркость отрабатывает хорошо, яркость на уровне Poco F3, вы можете посмотреть обзор на канале, и Poco F5, то есть экран довольно яркий. 700 с лишним люксов он у меня показывал, и это прям топ. Притом не в автояркости, а в обычном режиме. И в отличие от остальных смартфонов, которые я тестировал, с более мощными процессорами от того же Poco, допустим, F5 Pro, этот яркость не сбрасывает при нагрузках. В играх экран показал себя достойно, в тесте на частоту дискретизации касания все плохо. Мультитач на борту, и экран берет спокойно 10 касаний одновременно. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков, внедренного в кнопку блокировки, распознавания лиц и стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев работает стабильно и хорошо и шустро. Завести можно до 5 отпечатков пальцев, один и тот же палец завести можно. Распознавание лиц срабатывает неплохо даже под небольшим углом, зарегистрировать можно до 2 лиц. Процессор в Poco X5 установлен Snapdragon 695. И да, он ультра медленный, но бывает и хуже. Сопроцессором идет стандартно обвесом Adreno 619. Тест внутренней памяти нам говорит о том, что здесь максимум UFS версии 2.1. Оперативная память LPDDR4X. Есть поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержка 4G сетей. Все бенды, разумеется, на борту, 7 и 20. Связь смартфон ловит отлично, датчик приближения
изображение отрабатывает корректно и не глючит. Он здесь, к слову, один из нормальных стоит. NFC-модуль в наличии. На данный момент можно устанавливать спокойно МРП и оплачивать покупки NFC-модулем. Из навигации на борту GPS GLONASS, Beidou и Galileo. GPS-тест показывает точность в среднем 3-4 метра. Bluetooth версии 5.1. Аккумулятор здесь на 5000 мАч. Быстрая зарядка на 33 Вт. И за час 20 вы сможете зарядить его на 100% свободно. В PC-марке смартфон выдал очень скромные 6 часов 43 минуты на максимальной яркости при максимальной герцовке. Это немного, но несмотря на то, что опять же в PC-марке он показал 10469 баллов, в тесте на Твиче при одновременной игре в PUBG он у меня поедал всего, внимание, 15% заряда в час. Это нереально маленькая цифра, то есть, проще говоря, вы сможете свободно в PUBG играть 6 часов к ряду. Такого я не встречал ни у одного смартфона. И яркость смарт не сбрасывал и не грелся. Да, это очень медленный и слабый процессор, но по сути он оптимизирован вообще под самое состояние не знаю чего, потому что за 1 час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi у меня уходит в среднем 3% заряда в час. Если перейти к тестам, все довольно скромно. Throttling тест Smart проходит 123 гипса минимально, 229 гипсов максимально, в среднем 160 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench в 5-м, в синглкоре 690, в мультикоре 2029. Wildlife Stress Test, это 3D Mark, выдает худший результат 1204, притом там все стабильно. Slingshot 4114, непривычно, правда, что не максимум. Wildlife Extreme 360, Wildlife 1207, Wildlife Extreme Stress Test 357, худший цикл, и Slingshot Extreme 2918. В Antutu Smart выбил 465 тысяч попугаев. Стресс-тест прошел довольно плохо. А если говорить о Storage-тесте, то он показал ультра скромные 32 тысячи. Теперь по поводу камер. Poco X5 имеет блок с 3 сенсорами и LED-вспышкой. Основная камера тройная на 48 мегапикселей с апертурой 1.8. Сверхширик с разрешением 8 мегапикселей с апертурой 2.2. И угол обзора здесь 118 градусов. И камера для макросъемки с разрешением 2 мегапикселя и апертурой 2.4. Видео максимум доступно с основной камеры в разрешении 1080p 30 fps. Функций много, все видите на экране, а фронталка снимает с разрешением 1080p 30 fps, и у него здесь всего тоже 13 мегапикселей, апертура 2.45. Максимально скромно, примеры вы увидите, как и выход на этот смартфон. И несмотря на то, что здесь много всего, прямо скажем, все безумно скромно. Немного видео с ночного перекрестка, 1080p 30 fps, ночь. Много вкусностей. Колоритно выглядит, правда, вблизи. А как вам вдали? 1080p 30 fps, шаверма везде и всегда. Одна. Ох, как все фризит. Ну, может быть, на картинке, кстати, неплохо, потому что на 13 Lite, допустим, 1080p 60 fps фризило, 1080p 30 fps и 4К 30 fps не фризило. Вот сыр. X6. Вот такой вот тренировочный лагерь, праздник. Вот так это и происходит, а вы видите тест. Ну что, стандартный пример работы камеры в лифте. Как многие говорят, зачем так много примеров? Я еще раз повторяю, что если вы это видите, значит вы знаете, что есть тайм-коды, и вы можете вообще не смотреть на примеры камер. В этом-то и магия, что все смартфоны мной тестируются в одинаковых условиях, и потом YouTube одинаково их сжимает, эти файлы. И вы видите плюс-минус то, как если вы будете себя снимать и потом куда-то выкладывать, как это будет выглядеть. То же самое, к слову, касается фронталки с ее магическим роллинг-шаттером. Но не такой сильный роллинг-шаттер, кстати. Или меня глючит, может его вообще не будет в исходнике. 1080p 30 fps, съемка днем. И вот так вы сможете снимать при солнце ярком. Но не сильно ярком, кстати. То же самое касается фронталки. Вот они, идеальные условия для съемки. Но единственное идеальное, да, это встать, выключить еще ветер и чуть-чуть настроить солнце, чтобы был не рассеянный свет. Ну вот так сможете себя снимать. И, разумеется, совсем чуть-чуть ультраширика, потому что на него надо снимать со штатива. Вы видите тряску. Это с двух рук. И, разумеется, качество 0. 1080p 30 fps. И смотрим, как все это дело работает в ночи практически. Ладно, не в ночи, но уже почти. Много не буду снимать, но, в принципе, этого достаточно должно быть. Что-то снять можно.
Надеюсь, за музыку ролик не демонетизируют. Фронталка. Вот так. Какие ужасные прибавки. Шикарная, правда? Ну что, 1080p, 30 fps, ночь. И по большому счету можно было бы закончить с примерами фронталки. Но я хочу одно сказать, что обновления сюда прилетают, это хорошо. И, разумеется, с одной стороны это эконом-класс, с другой стороны посмотрите обзор на Pixel 7a. Не намного он и лучше на фронталку снимает, хотя у него там 4К 30 FPS на фронталке. Но, опять же, ночь, она у всех ночь. Так, ну что ж, стандартный тест, который ни в коем случае нельзя повторять. 1080p 30 FPS. Еле-еле еду. Ночь, пока. И вот так примерно вы сможете ночную улицу снимать. Абсолютно, если честно, бесполезная съемка, потому что вы не увидите практически ничего. Но так как я смартфоны сейчас гоняю в таких условиях, то почему бы и этот не прогнать? Проще говоря, если берете бюджетник, максимум, что вы с такой картинки вытянете, это какой-то там звук. Может быть, даже неплохой. Не знаю, вам виднее. Может быть, даже какую-то картинку, но только какими-то совсем уж маленькими кусками. Ну и примерно такая же фронталка, 1080p, мракобесная ночь, еду на байке, ни в коем случае не катаемся без шлема, ни в коем случае вообще не катаемся с использованием одной руки, всегда две, и всегда следим за дорогой. Разумеется, не используем алкоголь и не снимаем себя. Но примерно так, если вы будете какими-то правилами пренебрегать, ночью почти никого нет, но все равно не надо пренебрегать, вы сможете себя снимать. Но ни в коем случае, конечно, не смотрите в экран. Это плохо может закончиться. Смотрите на дорогу. Так, и прошу не писать, что я насилую камеру бедного смартфона фронтального, потому что многие покупают смарты с, опять же, полной стоимостью где-нибудь в ритейле, и им кажется, что, опять же, если вы приобретете их где-то там рядом с домом, они у вас будут снимать, как будто они там стоят 20 тысяч рублей, 25. Я не знаю, сколько может стоить Poco, если честно, мне кажется, 15, 12. Напишите, кстати, кто за сколько видел. Так вот, при недостаточном освещении они будут снимать все равно плохо, вне зависимости от стоимости. Съемка в лифте, основная камера, и я не могу вам сказать, со сколькими различными видами прошивок я снимал на данный девайс, но вот сейчас самая последняя прошивка перед обзором, самая последняя, и вот так вы сможете себя снимать в лифте. К слову, не такая ужасная запись, если смотреть на экране этого же смартфона. Ну, ужасно. То же самое касается фронталки, хотя меня по большому счету, как и вас, больше интересует звук. Надеюсь, звук здесь хороший. Фронталка, как у всех бибикеев, хотя это Poco. Минусы. Слабо основная камера и фронталка, сложно поймать выгодный ценник, но в целом я недавно, когда тестировал его на Твиче, на лайв-канале, посмотрел цену, и некоторые торгуют его по 17 тысяч рублей, притом это не Авито, а Али. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте, что сейчас будут еще распродажи 12 числа на Алиэкспрессе. Продлится она 5 дней. Следите, смотрите, подписывайтесь на телегу скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо. Знайте, вы помогаете проекту, за просмотр отдельное спасибо. И резюмировать я бы хотел на камеру родного смартфона Poco X5. Что я могу о нем сказать? По идее, я бы должен был вам рассказать еще раз про 15% в Твиче, что он поедает очень мало, что играть кайфово, что 120 Гц работают в принципе, и что претензий к аппарату у меня нет. Ну, нету, кроме стоимости. То есть, если брать из смартфонов, почему меня смотрят? Потому что вот вы купили, скорее всего, этот девайс. Либо планируете, и вы уже решили, и тут какой-то блогер через 20 минут обзора вам говорит: знаете, меня зовут Саня, и это шлакоблок за 20 тысяч рублей. Почему? Ну, потому что, ладно, Poco все в глобалках, в принципе, не глобалок не бывает, это Xiaomi, да, круто, MIUI, кому-то нравится, но 17200, 17700, Realme 10 Pro Plus, абсолютно девайс другого эшелона вообще. Здесь вы видите выход 1080p 30 fps за 20-ник. Где топ за свои деньги? Poco X3 Pro, где Poco X3? Опять же, сейчас скопировали F5 и Poco F5 Pro, который по большому счету там с беспроводной зарядкой и всем остальным, в каком-то смысле занимает очень большую часть рынка, он будет крутым, его будут покупать, но в то же время те, кто не знает, что был Redmi K60, правильно, и который можно было купить чуть ли не в 2/3 стоимости этого бедного Poco,
Поэтому девайс, еще раз, этот для своих задач достойный. А задачи какие? Когда вот не хочется думать, ждать что-то, смотреть какие-то платформы, пошел у соседа купил или в соседнем магазине до 20-ки. Телефон отличный, до 20-ки у соседа. Если не включать голову, и это неплохой вариант. Это не третий эшелон, это не какие-то бренды, которые я даже в СУИ не хочу вспоминать. Он будет у вас работать, он будет вас радовать. Насколько он будет вас радовать? Не на 20 тысяч. То есть, в моем понимании, у него потолок цены там 14-15. Еще раз напоминаю, 1080p 30 FPS. Даже 500 тысяч баллов в Antutu нет. За что здесь платить такие деньги? За то, что это глобалка или то, что они надпись Poco сюда вот запихали? Отлично. На сегодняшний день аппаратов за эти деньги просто море. Если вы, как у нас говорят по-простому, рогом уперлись и вам нужен этот девайс, разумно нет. Но девайс не хлам. Все тесты он вывез. Поэтому девайсу не от меня, но однозначное да. Подписываемся на канал с колоколом, пишем в комментах, что еще купить на обзор. Добра и удачи вам, дорогие друзья!